Июльский полдень в Остине, штат Техас, выдался особенно жарким. Жаркое солнце освещало гордый город, создавая ощущение клейкой атмосферы, в которой каждый щелчок языком о небо был подобен легкому напоминанию о том, что лето в самом разгаре. Городской парк, переполненный людьми, становился центром летних развлечений. Одни искали укрытие в тени высоких деревьев, благодаря которым парки служили оазисами для измученных от жары техасцев, другие наслаждались солнечными лучами, загорая у фонтана, который не только освежал в зной, но и притягивал восхищенные взгляды. Дети весело катались на самокатах вдоль аллей, издавая радостные крики и смех, а их неугомонная энергия наполняла пространство жизнью и искренним восторгом. Тем не менее, среди этого легкомыслия, резервуара радости и беззаботности, офицер Джек Миллер патрулировал свою территорию с определенным чувством долга. Он был одним из тех, кто считал свою форму не только знаком ответственности, но и поводом для незначительного, хотя и заметного превосходства. Его стеклянные очки отражали солнечные лучи, а уверенная осанка говорила сама за себя. Он чувствовал себя мастером своего участка, гордясь тем, что может следить за безопасностью горожан, бережно оберегая их от любых проявлений опасности. Но в эту жаркую полуденную пору, когда день словно затянулся, скука постепенно начала подтачивать его уверенность. Он обводил взглядом людей вокруг, его внимание проходило мимо, пока его взгляд не зацепился за группу молодых девушек, весело смеющихся и фотографирующихся у фонтана. Их смех разносился по парку, привнося яркие цвета в однообразие летнего дня, резко контрастируя с серыми буднями. Вдруг его взгляд остановился на одной из них, стройной брюнетке в легкой белой юбке, которая, казалось, вела себя так, словно весь мир был вокруг нее, а особенное внимание привлекала ее улыбка. Ее грациозные движения и светлая юбка развивались от небольшого ветерка, создавая атмосферу легкости и мечты. Решив, что это может быть безобидная и веселая шутка, Джек приблизился к ней сзади. Он не задумывался о потенциальных последствиях, полагая, что его поступок будет воспринят с юмором. Вероятно, это года его уверенности, желание произвести впечатление на окружающих и на самом деле быть смешным побудило его на такое действие. Он, нагло и с беззаботной улыбкой, слегка приподнял край ее юбки рацией, уверенный, что это вызовет лишь веселый смех. Однако реальность оказалась совершенно иной. Девушка, молча обернувшись, на мгновение застыла. Улыбка на ее лице тут же пропала, словно ее лицо вдруг затянуло облако. Затем, с той же расчетливостью, с которой она подошла к фонтану, она достала удостоверение и, передав его офицеру, произнесла: «Мария Андерсон». В этот миг что-то внутри Джека изменилось, когда он по отдельности воспринимал каждую букву ее имени. У него закралась только одна мысль: «Как я мог быть так глуп?» Теперь, когда он смотрел на удостоверение, его сердце забилось быстрее, а сознание погрузилось в страх. За миг он охватил мысль, что неподалеку от него находится дочка начальника полиции Остина, Уильяма Андерсона, человека с безупречной репутацией и строгими принципами. Он не только подверг себя риску, но и поставил под сомнение порядок и уважение, которые существуют между гражданами и правоохранительными органами. Уже на следующий день, круглый и подавленный, Джек Миллер стоял в кабинете начальника полиции Уильяма Андерсона. Впереди него располагался крепкий стол, на котором находились несколько документов. Атмосфера в комнате накалилась до предела, и тишина, возникающая между ними, была жуткой. Комиссар, хотя и не кричал, не устраивал сцен, лишь одним взглядом и 2 автографами под документами показал Джеком всю суровость своей власти. «Вы уволены», – произнес он, и этот приговор раздался так, словно весь мир рухнул на плечи Джека. Увольнение последовало мгновенно и без лишних слов. Оформлено все было как нарушение служебной этики и дискредитация формы.
Декларация о том, что Джек был невидим волею в момент, нарушившим закон, весьма сильно отразилась на его воспринимаемой ценности как исполнителя и человека. Все завершилось стремительно, как бы отсрочивая попытки осознания произошедшего. Потеря работы, унижение, пятно в личном деле, ставшее на ней словно навсегда. Он не был пойман на взятке, не провалил операцию. Всего лишь одна шутка, один глупый жест, и его карьера оказалась сломана. Миллер не мог поверить в свою судьбу. Он вышел из кабинета, изнеможенный нищетой унижения. Каждое лицо, проходившее мимо него, теперь стало чужим и непонятным, словно он оказался в другом мире, где его больше не существовало. Казалось, даже солнце, которое светило ему ранее, теперь не светит так ярко, как прежде. Офицер, который еще вчера гордился своей формой и положением, теперь спотыкался о свои собственные мечты, которые постепенно перетекали в сожаление и ненависть к себе. Его душа, лишь недавно излучавшая уверенность, оказалась закованной в цепи горечи. Возможно, многие жители Остина не знали о поступке Джека, но запомнили очередной случай, когда кто-то в форме забыл, что власть требует не только ответственности, но и уважения. Вокруг нас всегда будут ситуации, когда необходимо учитывать чувства и положение людей рядом с нами. Иногда эти женщины и мужчины, напудренные жизнью и ее реалиями, могут оказаться именно теми, с кем вам не следует шутить. Когда он идет по улицам, в момент, когда он нарушает тишину безмолвным проклятием, его мысли становятся обремененными, как тяжелая ноша, которую не удается сбросить. Он вновь видит ее, Марию Андерсон, мгновение, которое запомнится навсегда, образ девушки, ставшей символом его неосмотрительности. Увидев другую группу девушек, среди которых одна напоминала ей, он отворачивался, пряча лицо от предвкушений и сожалений. Сердце его билось быстрее, боль обжигала, но каждое новое воспоминание о той девушке вновь воспламеняло его злость к себе. Прошло несколько дней, и Джек решил, что ему требуется новая работа, но каждое новое место становилось счастьем неба, идеей, крепко охваченным логикой. Он ходил на собеседования, подавал резюме и искал вакансии, но каждый раз ему вынужденно отказывали. Отказов было слишком много, и каждый раз надежда таяла все больше. Он словно парил между двумя мирами, его прежняя гордость терялась, и хотя он смог еще раз дорасти до рациональности, у него не было ощущения возможности. Каждое новое прозвучавшее «Извините, вы не проходите» лишь умножало его боль. Теперь Джек оказался губительным, это создало у него страх. Не так давно его жизнь светилась равновесием и чувствами безопасности. Однако теперь все изменилось. С каждым ударом неприятностей и неудач он все больше углублялся в собственные размышления, расправлялся со своими изоляциями и не могли избавиться от отвращения к самой себе. Он, казалось, стал пленником своих собственных решений, заперт в клетке созерцания своих действий и, самое главное, потерянного уважения. Однажды, обессиленный и разочарованный, он зашел в небольшое кафе на углу улицы. Внутри светлое пространство обволокло его уютной атмосферой. Шумные голоса людей оставляли огромное чувство безмятежности. Он заказал кофе и, присев за столик у окна, взглянул на прохожих. Это обычная сцена, которую он когда-то воспринимал как нечто само собой разумеющееся, теперь казалась ему недостижимой желаемостью. Он бродил по своему внутреннему монологу и чувствовал, как растет пропасть между ним и тем, что он был прежде. Неожиданно он заметил, как одна из девушек, сидевших недалеко от него, разговаривает с кассиром. Она улыбалась, а ее смех напоминал ему о том мгновении, когда его жизнь стала черно-белой. Это заставило его вслониться в свои мысли, и он осознал, что важнее всего – уважение, которое он когда-то сам не оценил.
И именно это уважение помогает установить связи между людьми, делает их жизнь немного легче и лучше. Без этого уважения, как он это понимал, его жизнь не имела смысла. В ту секунду Джек пережил мгновение просветления. Он понимал, что сможет заново найти себя, покопавшись в своих ошибках и растождествившись с тем, что произошло. Жизнь не заканчивается в один момент, ее можно изменить и сделать лучше, учась на своих ошибках. Это стало его внутренним решением, новым путем, который он выбрал, началом сейчас, когда он осознал, что все является следствием выбора и последствий. Уже через пару месяцев Джек нашел работу в охранной компании. Это была совершенно новая сфера, новая возможность в жизни, но она давала ему шанс снова ощутить себя в действии, стать полезным и исправить свои ошибки. В компании он был окружен единомышленниками, которые помогали ему вернуться на правильный путь. Он угощался товариществом и чувством поддержки, и постепенно его жизнь начала налаживаться. Он усердно работал, не теряя возможности научиться новому и черпая вдохновение в каждом шаге, что приближало его к сдержанным целям. Каждый день стал для него испытанием, проверкой его решимости. Он стремился к восстановлению чести и уважения, будучи среди людей в более скромной, но мирной роли. Его лицо снова стало улыбаться, а внутри него процесс восстановления становился практически неоценимым. Жизнь продолжалась, мир вокруг него менялся, и хотя Джек все еще помнил о своих ошибках, он принял их как стимул к изменениям. С каждым новым успехом он все больше осознавал, что уважение – это то, что выходит за пределы власти и искусства манипуляции. Мигом сложность жизни в ежедневных выборках стала показательной картиной. Он надеялся, что однажды, когда наступит момент, он сможет взглянуть на свое прошлое без стыда и сожалений. Это будет день, когда он сможет гордо носить свою новую форму с тем же чувством чести и ответственности, которое муж и жена строят вместе, создавая запомнившиеся моменты. Так завершилась история, в которой один акт неосмотрительности стал уроком. Это был урок о том, что личные амбиции и необдуманные поступки могут одно мгновение разрушить доверие, которое строилось годами, и что важность уважения как к себе, так и к окружающим нельзя недооценивать. Жизни людей переплетены, и каждый новый момент, каждая встреча могут изменить всю картину, формируя будущее. В юности Джек был абсолютным верным компасом, однако разнообразия в жизни часто меняют направление. Теперь он знал, как важно быть внимательным к окружающим и давать ценность каждому моменту. Каждую осень следует помнить, что семя-частички, посеянные сегодня, взойдут и навсегда останутся в сердцах. Каждый новый день – возможность для роста, создания отношений и построения доверительных связей. Так Остин запомнил еще один случай, который напомнил всем о том, что уважение – это не просто слово. Это основа, которую необходимо постоянно укреплять. Это фундамент отношений, который, если его сломать, может повлечь за собой катастрофические последствия. Этот урок о жадности перед лицом подверженности остемил не просто его, но и всех, кто стал участником этой странной, но столь поучительной истории. Вот такая удивительная история. Дорогие друзья, если вам понравилось это видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал. Впереди еще много интересного.